Киев обновил список целей. 1000 ударов вглубь России. Зеленский пообещал бить еще жестче. Новейшие военные технологии на вооружении Украины. Запад делится тем, чего раньше не давал никому. Дроны прорвались на 2000 километров. Поражены сразу несколько важных объектов. Этого не должны были увидеть. Кортеж Путина остановился. Российский лидер сбежал от народа. Кремль уже подчищает позорные фото. Россия выставила ультиматум, срочное требование к Европе. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 27 июля. Понедельник, неделя только началась, а новостей уже накопилось на целый выпуск. Собрали для вас все самое главное. Поехали. Порт НПЗ и здание ФСБ. Важные объекты горели по всей России. Украинские дроны прорвались вглубь страны-агрессора на 2000 километров. По данным мониторингового канала Супернова Плюс, под удар попала нефтебаза в городе Сарапул в Удмуртии. Подбил, смотри, пошел вниз. Глава региона Александр Бричалов назвал атаку самой массированной за последнее время. Официальную информацию о поражении нефтебазы российские власти не подтверждали. Короче, он там горит. Вон там горит. И вот тут что-то прям неплохо так. Ночью гремело и в Ростове-на-Дону. Местный губернатор вынужден был признать результативность удара. Правда, то, что ранее называли падением обломков, теперь называется падением беспилотника. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах. На территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Юрий Слюсарь не назвал атакованный объект, а вот канал Астра сделал вывод, что основной целью атаки мог быть ростовский морской торговый порт. Утром над его территорией поднимался дым. По данным российских властей, в результате налета в Ростове погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Повреждения зафиксированы сразу в 3 районах города. Вот он. Он сюда прям летит. Под ударом этой ночью оказался и Белгород. По предварительным данным, несколько дронов ударили по территории штаба местного управления ФСБ. Об этом сообщают и местное издание «Пепел Белгород», и мониторинговый канал «Экселинова Плюс». Издание пишет, что на месте удара начался пожар. По данным местных властей, пострадали 12 человек, включая 2 детей. Повреждены жилые дома, более 15 автомобилей, а в центре города после атаки, как сообщают местные СМИ, пропали свет и вода. Российские власти заявили, что угроза новых атак беспилотников сохраняется. Наш город уже 2-ю неделю просто уничтожают. Ни слова нигде. У нас горят дома и машины. Люди выбираются из квартир через окна. Это центр города. Страшно за детей. Сил больше нет. Путину нужен Донбасс, а на Белгород и другие города ему наплевать. Неожиданно и дерзко во время визита в Санкт-Петербург Путин вдруг вышел, что называется, в народ. Кортеж внезапно остановился у здания Адмиралтейства. По совпадению, тут стояла восхищенная толпа, в которой хозяин Кремля вышел неформально в одной рубашке. Правда, этот приступ смелости длился недолго, всего 40 секунд. Кроме большого числа подтянутых охранников в костюмах, Путина прикрывал и цыган. Вот этот персонаж в военной форме. Насколько я помню, таких ранее в сопровождении российского диктатора не было. Издание агентства обратило внимание на другую деталь. То, что за последние 1,5 месяца правитель России вышел к толпе уже во 2-й раз. Ранее подобные публичные появления совпадали с периодами серьезных кризисов для Кремля. После мятежа Евгения Пригожина, после убийства Алексея Навального, после теракта в Крокус-Сити-Холле и после вторжения ВСУ в Курскую область. Интересно, сколько знаменитых чемоданов в таких случаях прихватывают ФСОшники для своего подопечного. В свою очередь, Владимир Зеленский намекнул, что Украина готова бить еще жестче. Президент заявил, что Киев обновил список главных целей для дальнобойных ударов по территории России. Теперь приоритеты определяют по тому, какой ущерб они наносят.
Главная цель, чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в родную гавань. По словам Зеленского, украинские средства поражения уже способны бить более чем на 3000 километров, а значит глубокий тыл, который долго считался преимуществом России, больше не гарантирует безопасности. Президент Украины также заявил, что только с начала года украинские военные нанесли более 1000 дальнобойных ударов. По его словам, под них попали нефтяные объекты, военные предприятия и ключевые логистические узлы. До такого не додумался бы даже Адольф Гитлер. В Госдуме заявили, что после войны государство-агрессор намерено потребовать от Европы компенсацию за понесенный ущерб. С такой инициативой выступил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Мы будем требовать от Европы компенсации. Этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать. Кроме того, российские власти по-прежнему рассчитывают вернуть около 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом активов. Идею Чепы поддержал и сенатор от самопровозглашенной ДНР Александр Волошин. По его мнению, именно западные страны должны компенсировать ущерб, поскольку они поддерживали Украину, а Киев якобы не сможет сделать этого самостоятельно. Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан. Ранее Кремль также обвинил Запад в том, что его помощь превратила российское вторжение в затяжную войну. При этом Владимир Путин вновь заявил, что Россия, цитата, «не начинала никакой войны, а лишь отвечает на действия Украины и ее союзников». Лондон готовится передать Киеву одну из своих новейших военных технологий. Владимир Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом. Как написала The Independent, главным итогом переговоров должна стать передача Украине прав на производство системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Речь идет не о готовых устройствах, а о технологии. Это позволит Украине самостоятельно выпускать такие системы в больших объемах. По данным издания, 1000 таких комплексов Британия уже передала Киеву. Во время визита лидеры также встретились с украинскими военнослужащими, которые завершили учение Sea Breeze в Великобритании. Сразу после вступления в должность Бёрнэм подтвердил, что Лондон продолжит поддерживать Украину. Пока в Голливуде выбирают, какой должна быть Елена, такой, какой ее описывал Гомер, или такой, какая ближе современной американской публике, в других точках глобуса кинотворцы стоят перед другой альтернативой. Им приходится думать не о творческой свободе, а о свободе в принципе. Режиссер Андрей Кудиненко вынужден был бежать из Беларуси после визита силовиков. Об этом сообщил директор фестиваля белорусских фильмов «Бульба Муви» Януш Гаврилюк. Белорусские власти обвинили его в экстремизме. Во время обысков в его квартире и в киношколе участвовали 8 сотрудников ОМОНа и 2 сотрудника КГБ. Обыски продолжались 15 часов. У него забрали паспорт и телефон. Ему сказали, что ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Андрей Кудиненко известен фильмами «Оккупация», «Мистерий» и «Массакр». Первая картина после международного признания на несколько лет была запрещена в Беларуси. По совпадению, чекисты взялись за Кудиненко сразу после смерти другого известного белорусского режиссера-документалиста Юрия Хощевацкого, снявшего классический бескомпромиссный фильм о Лукашенко «Обыкновенный президент» еще 30 лет назад. Выпуская по просьбе Трампа одних заложников, режим сразу начинает бросать в тюрьмы других, но Голливуд, страны, где в застенках сидят тысячи политзаключенных, не интересуют, впрочем, как и истекающая кровью Украина. Власти Латвии хотят убрать дорожные указатели на Россию и Беларусь. Министр сообщения Рихардс Козловскис заявил, что такие ориентиры стране больше не нужны. По плану до конца сентября заменят или обновят более 300 дорожных знаков. На это потребуется около 120 тысяч евро. В министерстве объяснили, что просто заклеить старые указатели нельзя, поскольку это может ухудшить их видимость и безопасность движения. По словам министра, эти изменения не повлияют
на маршруты или движение транспорта. И их цель, как утверждают власти, постепенно отказаться от акцента на российских и белорусских направлениях. Окончательное решение еще должно принять правительство страны. Как думаете, сколько времени осталось до вопля из Москвы об очередном проявлении русофобии в Латвии? Хотя, с другой стороны, они там должны радоваться. Теперь танки НАТО на Москву точно не пройдут. Ну, просто заблудятся. Российские пропагандисты запустили ролик о смелом Путине, сходившем в народ на 40 секунд. А вот отчеты о вчерашнем дне военно-морского флота стали подчищать. Мало того, что Москве не первый год приходится отказываться от парадов не только на Черном, но даже на Балтийском море, но Путин, поздравляющий морячков с праздником на фоне нарисованной подводной лодки, это уже очевидный позор. Похоже, это поняли даже в Кремле, и именно этот кадр стал исчезать из официальных реляций. Наверное, даже Кириенко с Песковым поняли, насколько жалко смотрится шеф во дворе Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, поэтому этого на официальной странице сайта Кремля нет. А в Телеграме выложили только вот такой план, без субмарины на заднем фоне, ну и без этой водосточной трубы. Общим местом является, что Россия – это прежде всего сухопутная держава, континентальная. Ну, так оно и есть. Значение военно-морского флота является неприходящим и очень важным. Ларри Кинг теперь мог бы спросить: «Мистер Путин, где ваш флот?» Он утонул. Правда, вот эти выражения на лицах морских офицеров, слушавших очередные бредни главнокомандующего, вырезать просто невозможно. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.